Да какая у меня башка грязная, еще сладкого пережрал, как будто мне в голову выстрелили из пневматического оружия. Ну, вот такой вот красивый блогер, что поделать. Или вот так мне вообще сесть, типа я такой, как бы, загадка, да, мужчина весь из себя. Да, я загадка. Надо в камеру смотреть, да, я дебил. Алоха тебе, Таравич, с тобой Геннадий Аудиокнигович возвращается. Да, это было долго, да, это жестко. Ну а что поделать? Это тебе не просто, как говорится, взять да перевести текст, да, выбрать самые лучшие моменты. Это надо вкладывать душу в это. Надо, чтобы сложились звезды в пасьянс, вот просто в косынку. Чтобы с неба вот это вот красивые переполеты шли, когда ты побеждаешь в косынке. И только тогда я беру, начинаю мешанину со своих зелий, выпиваю ее, и после этого тогда рождается вот это вот все. Импровизационное говно. Шучу, это сложный долгий монтаж. И ставь лойс, если хочешь увидеть, как я делаю эти видосы, да, как говорится, бэкстейджи со всех этих дел. Что еще хотел сказать? Да, видос я хотел записать, ну да ладно. Обязательно ставь лайк на это видео, за то, что долго не было Аудиокниговича, чтобы он надолго не исчезал с моего канала. Поэтому давай наберем под этим видео твой лойс, и тогда будет новое видео. Если не будет именно твоего лойса, то ты как бы подставишь всю нашу бригаду, всю нашу шайку, как бы, здорово, пацаны, и все. И подставил, и что тут? Все за всех, все за одного, все за, как говорится, за сквад. Family friendly контент. Ставь лайк, подписывайся на канал, это все, что я хотел сказать. И я это скажу еще по мере видоса много миллионов раз. Ну, я думаю, олды уже привыкли к этому, то что они уже подписаны, они уже понимают то, что лучше подписаться, этот дебил не отстанет, это будет как вот подкроватный монстр, ты ляжешь спать, вытащишь ногу из-под одеяла, там, а скотина, подписан на канал или нет, и все, у меня под кроватью монстр, да, какой монстр, это блогер, ну это хуже, чем монстр, это самый страшный монстр из всех. Тупо Ниберкрягер. Для чего мы собрались? Что я уже 2 минуты сижу, о какой-то говнине разговариваю. Короче, это Гарри Поттер книга в переводе Google. Если ты тут неожиданно новенький пришел флексить на это видео, или новенькая, потому что я обращаюсь ко всем в разных лицах, как говорится, флексить не знаешь на какую кнопку, объясняю. Я человек, который миллионный популярный блогер, беру оригинальную книгу Джон Роулинг и перевожу ее в Google переводчики. И самый интересный сущный момент, что мне перевел Google переводчик, я беру и читаю. И как-то это смешно комментирую, да? Сейчас мы уже на 7 главе 2 книги Тайной комнаты. Она называется «Грязь и шум». Про что она, я не помню. Одно и другое. Гарри был рад приехать на выходные. Он, Рон и Гермиона Одно и другое. Гарри был рад приехать на выходные. Он, Рон и Гермиона планируют поехать в Хагрид. Если ты давно уже забыл, про что были предыдущие видосы, Хагрид захватил Хогвартс. Абсолютно. Весь мир магии. За то, что его отчислили на 3-м курсе, подумали то, что он убил половину Хогвартса, и его просто выгнали из Хогвартса. Ну, допустим. То есть парень убил пол Хогвартса, ну, ладно, будешь лесничим. Прошло время, и Хагрид вернулся. Как он вернулся? Он стал директором Хогвартса. Хогвартс переименовали в Хагрид. Деревню Хогсмит тоже переименовали в Хагрид. Все, что есть в Хогвартсе, от директора до названий чего-то, это Хагрид. Название напитков, название кафедр, название факультетов, название Хогвартса, название близлежащих мест, близлежащих. Это все Хагрид. Ты можешь прийти любого человека, любое место, любую штуку назвать Хагрид, ты не ошибешься, потому что это Хагрид. Дальше Гарри Поттер залетел на 1-м курсе в команду по квиддичу, он не ожидал, он просто хотел помочь Невилу Долгопупсу, это его древняя любовь, он хотел спасти его напоминалку и неожиданно загремел в команду по квиддичу. Нулевую напоминалку поймал, пришла МакГонагал. Так, скотина, теперь ты отрабатываешь наказание. Теперь ты будешь в перспективной команде по Хогвартсу, в Гриффиндорской, да, будешь играть всю свою жизнь. Твою мать. 2-й курс этого веселья. Капитан команды Оливер Вуд. Лучший просто. За все время, пока Гарри Поттер чилил в тюрьме у Дурслеев, он придумывал стратегии. Он готовился к этому сезону. Он говорит, мы теперь с перспективной команды, которая занимает постоянно последние места, мы займем хотя бы предпоследнее. Вуд произнес речь о своей новой стратегии Фреда. Вдохновился. Есть готовый проект стратегии. Подписан сверху стратегии Фреда. Это слово зачеркивается, вписывается в Вуд. И все. В чем заключается стратегия? При комитете есть еще один комитет, треть которого находится под комитетом. You know? Да? Все понятно? Понятная стратегия. То есть приходит. Я буду в капюшоне, потому что я прогрессивный капитан. Я типа Оливер Вуд. Так, пацаны, короче, все. Я придумал гениальную стратегию Фреда. При комитете есть еще один комитет.
зафиксировали. Но треть которого находится под комитетом. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Все понятно стало. Спасибо, Оливер Вуд. После того, как он объяснил свою стратегию команде, они, естественно, пошли тренить ее. Неизвестно, как они собирались что-то делать в этой тренировке, потому что, ну, все, конечно, понятно, но что делать ни хрена непонятно. И они начали тренить. Но тут неожиданно врывается Драко Малефей со своей сборной по квиддичу, которая называется Слизерин. Удивительно, да? И они начинают понтоваться. На каждый месяц есть список понтов, которые ты должен сделать. Если ты не выполнил, у тебя отнимают очки от Слизерина. Это дефолтная ситуация. Ну и, короче, они пришли флексить перед гриффиндорцами. Вся слизеринская команда улыбнулась еще ярче. Позвольте мне показать вам шоу. Он дал команде Слизерина щедрый подарок. Все 7 из них расширили свои метлы. 7 новых полированных новых ручек и 7 красивых золотых букв. Написание слова. Дождевые облака. 2001 ночь. В лучах утреннего солнца под носом гриффиндорца. Очень новая модель. Это только вышло в прошлом месяце. Флинн сказал небрежно. Он взял немного пыли со своего собственного конца. Очень новая модель. Вышла только в прошлом месяце. Пацаны пришли флексить своими метлами от Шахерезады, я так понимаю. Дождевые облака. 2001 ночь. Слизеринская команда рассмеялась. В команде Гриффиндора, по крайней мере, никто не должен платить. Заходи, остро сказала Гермиона. Они присоединились к чистому таланту. Лицо Малфоя было наполнено самодовольным выражением лица. Никто не спрашивает ваше мнение. Ваша грязная маленькая грязь, сказал он. Плюнул. Гермиона уже соблазнилась на Флинта, она уже в слизеринской команде говорит: заходите, ребята, уже я поняла, все присоединяйтесь к моему чистому таланту. Малфой решил выделиться, сказал: никто не спрашивал твое мнение, ваша маленькая грязь. Будьте как говорится, да? Поганая, получаем. Рон крикнул: да как ты смеешь? Рон положил... Что у меня с текстом? Что это за поганость? Рон крикнул: как ты смеешь? Рон положил руку в свою... Прикусил губу, да твою мать! Рон крикнул: как ты смеешь? Рон положил руку в свою. Халат. Вытащи палочку и кричи: ты заплатишь, Малфой! И сердито указывает на руку Флинта, указывая на Малфоя. Лицо. Вокруг стадиона был громкий шум. Зеленый свет. Стреляя не в тот конец палочки и бей его. Животик. Отпусти его обратно на траву. Рон! Рон, ты в порядке? Гермиона закричала. Рон открыл рот и говорил... но не говорил. Вместо этого он дал всемогущую голову и отправил несколько рот на колени. Направил палочку не тем концом, выстрелил себе в животик, упал и закрыл себе рот коленом. Я бы научился за 2 года держать палочку в нужном направлении, было бы приятно. Гриффиндорец собрался вокруг Рона, и у Рона был большой живот, сверкающий. Кажется, никто не хочет его трогать. Нам лучше отпустить его к ближайшему Хагриду. Гермиона смело кивнула, и они оба потянули Рона обниматься. Принесем его к ближайшему Хагриду и начали обниматься. Да, какой хороший план, давайте обнимемся, ребят. Теперь они танцуют рядом с ними, когда покидают стадион. Рон дал это. Огромные тонущие и новые боеголовки скатываются с его фронта. Как эта ситуация вообще со стороны слизеринцев была? Достает свою палку, не тем концом, стреляет в руку Флинта, через лицо Малфоя, убивает себя. Его берут, начинают обнимать Гарри и Гермиона и начинают нести его к ближайшему Хагриду. Оставшиеся гриффиндорцы в этот момент начинают танцевать вокруг них, уходя со стадиона. И слизеринцы такие... Понимаю. Хагрид сразу появился и выглядел очень раздражительным, но когда он увидел, кем он был, выражение его лица стало ярче. Хагрид что-то загрустил, задизморалился, у него началась небольшая депрессия, потом он вспомнил, кем он был и кем он стал, и понял то, что жизнь удалась. Бен Чудин, когда ты приходишь ко мне, заходи, заходи. Вообще-то я Гарри Поттер, ты владеешь здесь всем, называй как хочешь. Большой огонь скрипел в другой человеческой трещине. Хагрид, кажется, не чувствует себя неловко. Решенный проблемой Рона, Гарри поспешно объяснил проблему, когда положил Рона на стул. «Хорошо войти!» – радостно сказал он, пробивая большой котел. «Бассейн перед ними, пусть все они встанут, Рон!» Гарри Поттер объяснил ситуацию, положил Рона на стул. Хагрид сказал: «Хорошо, входи!» Потому что у Хагрида каждодневные вечеринки есть. Это как вот крутые вечеринки в пентхаусах есть в Голливуде, где все тусят, флексят своими понтами. Вот это вот то же самое у Хагрида есть, только у его бассейна в Хогвартсе. Кроме ожидания, пока это не остановится, я не думаю, что есть что-то еще, что можно сделать, с тревогой сказала Гермиона, наблюдая, как Рон наклонился. Хагрид занят и заваривает для них чай. Его гончая Клык пускает слюни в Гарри. «Чего хочет Локхарт, Хагрид?» – спросил Гарри. «Ухо анговой стороны». Понимаю. Ах ты поганый Локхарт. Ты слишком многого хочешь. Дайте мне совет из колодца насчет водорослей, прорычал он. Хагрид убрал полуочищенный
Со скрипком положить чайник, как будто я не знаю. Бен Гин. Он изгнал несколько банши. Если предложение верно, я съем чайник. Спасибо, Хагрид. Как это Рону поможет? Можно интересоваться. Я сказал мне некоторое время, сказал Хагрид Рону. Кто он попытается проклясть? Малфой позвонил Гермионе. Фишка передалась от его отца. Как его отец звонит в Хогвартс, так же и Малфой звонит Гермионе. Это действительно отвратительно, чтобы позвонить. Рон вытер его. Потные брови, дрожащие руки, грязная кровь. О, общий кровь. Безумный, во всяком случае, большинство волшебников этих дней смешаны. Если мы еще не женаты на маглах, мы мертвы. Он вздрогнул и сбежал. Рон просто понял, что ему нахрен никак не поможет Хагрид и его вечеринка возле бассейна. И он просто решил уйти. Но затем он увидел, что Хагрид смеется. Он сказал: я нахожусь на Жокин. Спорим, ему это не нравится, сказал Гарри, садясь и облизывая лицо чин. Спорим? Мажем, как говорится. Внимание, прорычал Хагрид и вытащил Рона из драгоценного сокровища. Тыква! Вот то, что все люди ждали у бассейна. Они все вот собрались и ждали вот именно этого. Все, внимание, тыква! Они, па-бам, ура! Вы здесь, Поттер Уизли? Профессор МакГонагал, идя к ним лицом мрачное. Ты сделал это? Был задержан сегодня вечером. Профессор, что мы делаем? Рон хлопнул. Пол! Вы отполируете столовое серебро с джентльменом в комнате трофея. Фейерцы! Профессор МакГонагал сказал. И никакой магии, Уизли. Локоть, смазка. Рон был в шоке. Это, конечно, будет сейчас жестко, но попытайся слово «столовое серебро» заменить на слово «профессор МакГонагал». Гарри пошел прямо в общежитие, Рон не вернулся. Однако Гарри надел пижаму и лег спать. Однако, здравствуйте, да, однако. Почему бы и нет? Половина. Через час прибыл Рон, заботясь о своей правой руке. Темная комната источает сильный польский аромат. Это знаменитые польские яблоки. Я сейчас понимаю, что миллениалы не поняли, что это за шутка. Да, я смотрю телевизор, да, мне не стыдно признаться. Я знаю то, что польские яблоки теперь не возятся в Россию несколько лет тому назад. Поэтому сразу резко глава 8, вечеринка в честь Дня смерти. Кто бы мог подумать, но это Николас Замок. Старшая медсестра миссис Помфри была занята серией простуд между персоналом и студентами. Какую простуду могут передавать преподаватели студентам, а студенты преподавателям? Вначале я скажу то, что Оливер Вуд, он еще и саботажник, так скажем, да? Он послал Фреда и Джорджа шпионировать за другими командами, чтобы они прислали ему все сведения и новые стратегии, которые бы он бы мог назвать стратегией Вуда. Фред и Джордж, которые шпионили, команда Слизерина была свидетелем темпа развития этих новых вещей. Дождевое облако 2000. Они сообщают, команда Слизерина произвела только 7 зеленых выстрелов. Путешествуйте по воздуху как струя. У меня закончилась память. Твою мать. Ну-ка, скотина. Я забыл удалить прошлый видос. И картинка никогда не будет прежней, которая она была до этого. Качественный контент. Это я то удаляю хоть, да? Если я сейчас не то удалил, потому что нет, не то все, слава. Если что, я тот же самый суперген, который был до этого, но немножечко в ином роде. Я Оливер Вуд, я глава гриффиндорской команды. Я талантливый, безусловно. Ко мне приходят мои шпионы, Фред и Джордж. Я спрошу, ну чё, пацаны, каково? И они сказали, команда Слизерина произвела только 7 зеленых выстрелов. Я говорю, окей. И путешествие по воздуху как струя. Благодарю вас за информацию, пацаны. Дальше идет разговор Гарри Поттера с Николасом Д. Нет, сказал Гарри, мы получили Нимбус 2000 бесплатно против слуг. Косить траву возле лодыжки. Он опустил голову. Он обнаружил, что смотрит на зеленый глаз в форме лампы. Это миссис Норрис, скелет серого кота, который использовал смотритель. Гарри Поттер понял смысл поражений команды Гриффиндора. Команда Гриффиндора получила бесплатно Нимбус 2000 для того, чтобы косить траву у лодыжки. Нормальные пацаны летают по воздуху как струя. Вот поэтому, когда я проходил Гарри Поттер и Философский камень, я теперь понял, почему команда Гриффиндора проигрывала после 5 секунд игры 80-0. Вот сразу 80-0. Потому что они косят траву вокруг лодыжки своей. В принципе, можно мне в качестве аналитика в команду брать. Ник сказал, тебе лучше уйти отсюда, Гарри. Филч в плохом настроении. Он получил грипп случайно в 3 классе. Хорошо, сказал Гарри, вздрагивая от обвинений своей жены. Мы что-то не знаем про Гарри Поттера и Николаса, да, я так понимаю. Теперь мы знаем, почему он стал злым. Не потому, что он сквип и учится и работает в школе всех волшебников, которые только можно собрать в мире, да? А потому что он получил грипп в 3 классе. Это почему я раньше добрый был? Потому что у меня гриппа не было. Филч сорвался с гобелена справа от Гарри, тяжело дыша, и судорожно ищет диверсантов. Филч местный Спайдермен, я так понимаю, да? Он висел на гобелене, и когда проходит гобелен, ага! Попался, понимаете ли, Гарри Поттер. Грязный, он закричал. Его мешок с водой дрогнул, его глаза внезапно ошеломились, когда он указал на грязную лужу
капающее оттуда. Одеяние для квиддича, Гарри. Everywhere. Там мусор везде. У меня есть. Хватит, я тебе говорю. Пойдем со мной, Поттер. Гарри абсолютно все понял, то, что хочет от него Филч. Ситуация. Ты возвращаешься с тяжелой тренировки Оливера Вуда. Там дождь, градом. Проносятся слизеринцы как струя. И все, что ты делаешь, это комитет за комитетом, треть под комитетом над комитетом, кося при этом траву вокруг своей лодыжки. На протяжении нескольких часов. Ты думаешь, нахрена я этим занимаюсь? Твою мать, за что? Возвращайся обратно, весь грязный. Тебе Николас говорит, убегай. У Филча грипп с 3 класса уже, ты надо бежать. Тут неожиданно справа от тебя врывается Филч с гобелена, падает просто неожиданно, срывается с гобелена. Ага! И начинает тебе одеяние для квиддича, Гарри. Everywhere, там мусор везде. У меня есть для тебя, хватит, я тебе говорю, пойдем со мной, Поттер. Ну пойдем. Ну ладно. Гарри никогда не был в офисе Филча прежде. Это место, большинство студентов избегают этого. Комната была грязная, без окон, светлая. Филч схватил перо из кастрюли на столе и начал перетасовывать ноги в поисках пергамента. Черт, сердито сказал он. Тележка огромного типанозавра. Мозг лягушки, кишечник крысы. Я сыт по горло. Например, где находится форма? Это... Он достал большой рулон пергамента из ящика стола. Держи его перед собой и... окуни длинное черное перо, чернильница. Ты приходишь первый раз в офис Филча, после вот этого гениального монолога, после спрыгивания с гобелена, ты приходишь к нему в офис, он достает перо из кастрюли, потому что у него чернила хранятся в кастрюле, достает перо, начинает тасовать свои ноги в поисках пергамента. Тележка огромного типанозавра, мозг лягушки, кишечник крысы. Я сыт по горло, видимо он поел. Вот эльфы готовят еду, у них осталось вот это вот, и они объедки отдают Аргусу Филчу. Обидно, он уже сыт этим по горло. Он достал большой рулон пергамента из ящика стола. Нахрена он тасовал ноги тогда, если у него рулон пергамента лежит в ящике? 1,5 часа пытался прочитать слово окуни, потому что я хотел прочитать это слово как окуни. Держи перед собой и окуни. Длинное черное перо. Длинное черное перо из окуней — это самое интересное, что можно было сделать. Филч потек из носа. Его глаза сузились от боли. Гарри ждал, тяжело дыша и отвергая его предложение. Но когда Филч опустил ручку, произошел огромный взрыв. Масляная лампа упала с потолка офиса. «Посылка!» — прорычал Филч и уронил ручку. Гнев. На этот раз я хочу тебя. Я хочу тебя. Вот мы узнали секретные тайны Аргуса Филча. Нахрена он доставал длинное перо из окуней тогда, если у него есть ручка? У него ручка имеется. Дождь все еще брызгает на окна. И окна теперь очень темные. Но интерьер выглядит ярко и интересно. Читать, говорить, делать домашние задания или просто Фред и Джордж Уизли. Фейерверк. Фред сохраняет ярко-оранжевую соль Fantastic Biological Care. Во время урока он теперь тихо тлел на столе за столом. Мало того, что Фред и Джордж делают веселые приколы от Фреда и Джорджа, так они еще и толкают ярко-оранжевую соль. Видимо, сам Фред ее принимает, и он теперь во время урока просто тихонечко тлеет за столом. Обойдите комнату отчаянно. Запуск Перси. Фред и Джордж хриплые, эффектные апельсины. Звезды хлынули изо рта. Пожар, сопровождающийся взрыв, принес Филчу и конверт в центре Харви. Пошли к Николасу на тусу в подземелье. Они пришли на вечеринку и «Будьте осторожны, чтобы никого не впустить», — нервно сказал Рон. Они отправились на край танцпола. Они прошли. Группа меланхоличных монахинь, мужчин, цепей и жира. Вот это веселая вечеринка. У Хагрида было веселее, по-моему, мне кажется. Даже наличие танцпола не нивелирует то, что тут много монахинь, меланхоличных мужчин, цепей и жира. О нет, Гермиона внезапно остановилась. Повернись. Возвращаясь. Я не хочу говорить с Майн Миртл. Шайса! Кто? Спросил Гарри, и они быстро обернулись. Она побеспокоила девушку из ванной на 1-м этаже, сказала Гермиона. Собираетесь ли вы в ванную? Да, это грязно. Весь год, потому что она держит. Истерично утонула в этом месте. Я никогда там не был. Может избежать. Она столько плакала. Ходила в туалет. Вы смотрите еда, сказал Рон. Как дела, Миртл, сказала Гермиона ложным голосом. Рад видеть, что вы идете в туалет. Это панчи от Гермионы продолжаются. Она просто овнит слово за словом, предложением за предложением. Вот такая вечеринка у Николаса закончилась для Гарри Поттера, Рона, Гермиона, потому что они поняли то, что Гермиона уже всех затроллила на этой вечеринке, закидала всех своими панчами, и они решили уйти оттуда. Рон поел, дальше они выходят, и Гарри Поттер начинает слышать в своей голове голоса. Тусклый пассаж. Гарри, что ты? Этот голос снова. Заткнись на минуту. Колдуй, так долго. Слушай, Гарри нетерпеливо сказал. Рон и Гермиона замерли. Смотрю на него. Убить.
Блин, самый отстойный злодей, который только может быть в Хогвартсе. Это огромный змея, огромный Василиск. И видимо, пока он полз по канализации, он врезался башкой в стену. Волан-де-Морт думает, твою мать, нахрена мне способность говорить со змеями, если змеи такие интеллектуальные люди? Передняя стенка светится, они приходят. Медленно глаза в темноте. Если ваши ноги высокие, нарисуйте стену между двумя окнами. Задняя комната была открыта. Услышь врага, берегись. Змея не умеет писать, как, видимо, и Джинни Уизли, потому что она ж не ходила до этого в школу. Откуда она писать-то умеет? Она вот, ей Волан-де-Морт говорит, напиши, враги наследника берегитесь, тайная комната открытая. Ей Джинни такая, ну да, задняя комната была открыта, услышь врага, берегись. И Волан-де-Морт, твою мать, нахрена я завербовал эту Джинни Уизли? Просто бесполезная говно. Вся надежда была на Василиска, который ползает по трубам. Так этот Василиск даже по трубам нормально пролезть не может, потому что когда он вылез из трубы, все нахрен затопило. Видимо, вот этот тут, блин, он врезался в стену, пробил там трубу, и труба залила весь этаж. В этот момент студенты упали в проход с обеих концов. Когда люди входят в бесконечно, шум и тщеславие внезапно исчезают. Впереди был найден висящий кот. Гарри, Рон и Гермиона встают. Один посреди коридора. Студент очень хочет увидеть это ужасное зрелище. Тогда кто-то крикнул в тишине: «Враги наследника, берегитесь! Ты следующий, грязь!» Это Драко Малфой. Он толкнул к толпе. Дальше идет описание сейчасшнего Тома Фелтона и Тома Фелтона, который был во второй части в тайной комнате. Его холодные глаза все еще живы. Румянец, который обычно не кровоточит, становится красным. Он улыбнулся, когда увидел стоящего кота. На этом неожиданно заканчивается данное... Что я читаю? Глава книги. Да, жестко, да, быстро. Да, ну а что поделать? Это Гарри Поттер в переводе Google. Фишки, которые Джоан Роулинг скрыла в подтексте. Это мы можем спокойно не читать твиттер Джоан Роулинг, не охреневать от каждого поста, просто взять, перевести все это в Google переводчике, посмотреть мой видос и понять то, что неожиданно Николас, у Гарри жена, все-таки не Нимбус 2001, который купил Малфой всей команде, а это Шахерезада Интертеймент какая-то непонятная. Рон стреляет сам в себя. Хагрид захватил всю вселенную, уже скоро захватит, я так понимаю. В вечеринке вокруг его бассейна он всем презентует тыкву. Там, видимо, находится оранжевая соль Фреда и Джорджи, после которой они тухло сидят на всех парах. Встретились с Василиском, который оказался не очень охрененный ассасин. Василиск, он 4 раза по книге выходил прибивать народ. Первый раз он пошел убивать кошку. Ну, то есть это как бы для начала было, да, затравочка. Он не попал в нее глазами. То есть он начал смотреть в кошку, кошка посмотрела в лужу и все, и отлетела. Василиск думает, блин, ладно, вторая попытка. Выезжает снова. Там выходит, я не помню кто это, Финч Флетчи. Выходит просто откуда, я не знаю откуда выходит Финч Флетчи. Выходит, пролетает мимо Николаса. Василиск опять пускает Финча Флетчи. А Финч Флетчи смотрит на Василиска через Николаса. И опять отлетает только на полшишка. Он думает, да твою мать! Третий раз он выезжает из этого. Там Колин Криви. Ну это малец, ну он не развит умственно. Все, это изи-фраг. Подъезжает к нему медленно. Стучит ему клыком сзади по спине. Колин поворачивается. Камеру достает, начинает фотографировать Василиска. И Василиск не может убить Колина через камеру. Камера спасла Колина Криви от убийства. Уже 3-й раз у него не получается. 4-й раз он говорит, скотына, сейчас я забираю Джинни Уизли, который уже под контролем у лорда Волан-де-Морта. Я заберу его к себе, чтобы никакие ни Николасы, ни камеры, ни Колин, ни лужи, ни стужи, никакое говно еще, ни потоп всемирный, ни извержение вулкана, ничего. Я заберу в тайную комнату. В тайную комнату может попасть только человек, который умеет разговаривать на парселтанге. Забрал туда уже ее, и тогда у него не получилось уничтожить Джинни Уизли. Это каким нужно быть лакером, то чтобы 4 раза выходить, выпускать змею, прибить человека, и она ни одного из них не смогла прибить. Ну это гениально. Дальше, Джинни Уизли, оказывается, не умеет писать, насколько мы поняли, да? Драко Малфой понял тайный посыл Волан-де-Морта, что он хотел написать, но Джинни Уизли дописала, что у него было в голове. Спасибо, что хоть какие-то слова попали, которые лорд Волан-де-Морт сказал, и то приятно, спасибо большое. И Филч, оказывается, хотел Гарри Поттера. Филч — Человек-паук. Я в душе знал, что он Человек-паук. Рэпер Человек-паук, у него много имен. Это Альберт Фильч. Он лучший персонаж во всей эпопея Гарри Поттера. На этом заканчиваются 2 главы, как обычно, 2 главы Гарри Поттера. Если ты хочешь, чтобы новый видос выходил быстрее, твой лайк, естественно, пиши комментарий Гарри Поттер, обязательно. Подписывайся на канал, делись эти видео со своими друзьями, чтобы все смогли люди понять вот эти вот микрофишки Джоан Роулинг, чтобы они поняли то, что, ну вот, блин, были слепы столько лет. А вот оно все теперь до поверхности есть. Шли это видео своим друзьям, люди, которые спонсируют мой канал, самые прекрасные люди в мире. Хочешь попасть в список этих прекрасных людей? Ссылка на донат в описании. Спасибо огромное за просмотр.
удачи тебе и